Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. На предыдущем мастер-классе я снимала, как вязать клинья для слитков. Ссылка в описании под этим видео. Также вы можете увидеть схему вязания клина в моем телеграм-канале. Ссылку на канал я также размещаю в описании к этому видео. Прежде чем приступить к вязанию слитков, вам необходимо связать 2 клина. Беру спицы такого же размера, каким вязала клин. 2 клина совершенно одинаковые. Набор петель на левый следок делаю отсюда. На правый отсюда. Вначале я покажу, как я набирала петли на левый следок. На узкой части через одну петлю буду набирать 6 петель. На боковой буду набирать 24 петли. Отмечаю маркером конец набора на узкой части. Набираю с помощью крючка на боковой части 24 петли от маркера до уголка. Всего от начала набора будет 30 петель. 24 петли боковушки плюс 6 первоначальных петель на узкой части клина. Конец набора на боковой части также отмечаю маркером. Теперь буду продолжать набирать петли по самой большой выпуклой части заготовки. Необходимо набрать на этой части 32 петли. Так как левый следок я связала, поэтому я набирала петли только для того, чтобы вам показать. Различие вязания правого и левого следка только в местах набора петель. Далее слитки вяжутся одинаково, как правый, так и левый. Всего я набрала 62 петли. Первый ряд подъема вяжу от конца набора петель на выпуклой стороне и до начала набора на узкой стороне. Первую петлю снимаю. Надо провязать 62 лицевые петли. Вяжу с изнаночной стороны работы. В первом ряду снимаю маркеры.
Последнюю краевую провязываю изнаночной петлей. Набор петель на левый следок был от и до. На правый следок буду набирать от и до. Я показала, как дальше вязать подъем. С начала вязания подъема правый и левый следки вяжутся одинаково. Так как левый следок у меня связан, то я все распускаю. Нить обрезаю. Начинать набор на правый следок надо в другом месте. Приступаю к набору петель на правый следок. На другой стороне, где я буду набирать петли на правый следок, я предварительно отмечаю маркерами нужные мне места. Первый маркер на выгнутой части следка. Это начало набора петель. Набираю 32 петли до следующего маркера. На правый следок я также набираю 62 петли, как и на левый. Второй маркер– это начало набора петель на боковой части. На боковой части следка набираю 24 петли. Третий маркер– начало набора петель на узкой части. На узкой части набираю через одну петлю 6 петель до последнего маркера. Всего должно быть 62 петли. Как набирать петли на левый и правый следок, я опубликую в своем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Четвертый маркер– это конец набора петель
для правого слитка. Набирала петли отсюда, на выпуклой части. Конец набора здесь. После набора петель начинаю вязать первый ряд подъема. Вяжу с изнаночной стороны вязания. Первую петлю снимаю. Продолжаю вязать лицевыми петлями до начала узкой части слитка. Последнюю петлю вяжу изнаночной петлей. Всего провязала 62 лицевые петли с краевыми. Вязание поворачиваю и вяжу второй ряд. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу лицевые петли. Последняя петля изнаночная. Так мне надо провязать 9 рядов платочной вязки. Провязала 9 рядов. Это 5 платочных дорожек. Начинаю вязать подошву с лицевой стороны. На спице у меня 62 петли. Эти петли делю на 3 таким образом. Центральные 12 петель беру на подошву. 62 петли минус 12 петель останется 50 петель. 50 петель делю пополам. Это будет по 25 петель с двух сторон. Подошву буду вязать на 12 петлях. Вот так, как здесь. Первую краевую петлю снимаю. Далее 25 лицевых петель. Провязала 25 петель. Одеваю маркер. Вяжу следующие 12 петель. Это петли подошвы. На второй стороне у меня также 25 петель. Провязываю вместе 2 петли изнаночной петлей. Это будет кромочная петля. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную снимаю. Вяжу 12 лицевых петель подошвы. Кромочную петлю не считаю. Потом 2 вместе лицевой с другой стороны боковой части. Это также будет кромочная петля. На спице у меня в работе 12 петель подошвы и 2 кромочные петли. Кромочную петлю снимаю. Дальше вяжу 12 лицевых петель. Провязала 12 петель. Осталась одна кромочная петля на другой стороне. Опять вяжу 2 петли вместе изнаночной петлей, кромочную и одну петлю с боковой части. Таким образом,
Я убираю все петли с боковых сторон. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Это кромочная петля. Вяжу 12 лицевых петель подошвы. На изнаночной стороне, когда довязала до кромочной петли, то есть всегда 2 вместе петли, кромочную и боковую, вяжу лицевой петлей. С лицевой стороны провязываю 2 вместе кромочную с боковой петлей, изнаночной петлей. Таким образом продолжаю вязать, убавляя боковые петли, пока все их не уберу. Должно остаться 12 петель подошвы и 2 кромочные петли. Все боковые петли с двух сторон я убавила. Связала переднюю часть подошвы. Теперь приступаю к вязанию задней части следков, где будет пятка. Нить, которой я вязала раньше, отрезаю и прикрепляю ее к бирюзовой стороне в 3 сантиметрах от верха уголка. Набираю на спицу, которой я вязала, 14 петель по клину. На подъеме мне надо набрать 6 петель. Всего 20 петель до подошвы. Работу переворачиваю и вяжу 14 петель подошвы изнаночными петлями. Обязательно изнаночными, а не лицевые. С другой стороны набираю такое же количество петель, как и на первой. На подъеме набираю 6 петель. На клине набираю
14 петель. Всего 20 петель от подошвы. Так же, как и на первой стороне, оставляю 3 сантиметра до конца уголка. На боковых частях по 20 петель с подъемом. На подошве 14 петель. Всего в работе 54 петли. Должно быть четное количество петель. Чтобы сохранить узор платочной вязки на подошве, то мне надо начинать вязание с изнаночной стороны. Поэтому я еще раз обрезаю рабочую нить. Прикрепляю нить с другой стороны для начала вязания. Вязать буду поворотными рядами, боковые части с подошвой. Первую петлю не снимаю, потому что прикрепила новую нить. Можно было первый раз ее не отрезать, а делать набор петель сразу. Я отрезала. В следующих видео это учту. Потом весь ряд вяжу лицевыми петлями. Краевая изнаночная петля в конце ряда. Вязание повернула и вяжу этот ряд так, как вязала предыдущий. Таким образом, вяжу боковые части с подошвой до пятки, до того места, где буду формировать пятку. В процессе вязания желательно делать примерки. Довязала до пятки. В моем случае это 51 ряд, 26 платочных дорожек. Вяжу я 37-38 размер. У вас может быть другое провязанное количество рядов, если плотность вязания слабее, чем у меня. Поэтому делайте примерку. На спице у меня 54 петли. От этого количества петель отнимаю 12 петель пяточных. 42 петли разделю на 2. Первую петлю снимаю, потом вяжу 20 петель. Ставлю маркер. Вяжу 12 петель в пятки. Слева также осталась 21 петля. Далее провязываю с боковой части 2 петли вместе изнаночной петлей. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Вяжу 12 лицевых петель пятки. В конце ряда
2 петли вместе лицевой петлей. Это будет кромочная петля. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю снимаю. 11 лицевых петель пятки. С третьего ряда буду убавлять по 3 петли, а не по 2. 3 вместе изнаночной петлей. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую сняла 10 лицевых петель. Три вместе лицевой петлей. Провязываю вместе одну петлю пятки, плюс 1 краевая и плюс 1 боковая. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю сняла. 9 лицевых петель. Три петли вместе изнаночной. Одну петлю пяточную, одну краевую и одну петлю с боковой части. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Далее 8 лицевых петель. Потом 3 вместе петли лицевой петлей. Так убираю по 3 петли в каждом ряду, пока в середине не останется всего 2 петли. На боковых частях петли не считаю. Главное, чтобы на пятке осталось 2 петли. Осталось на спице 2 петли. По бокам 13 петель. 2 петли, которые остались, также надо убавить. Первую петлю снимаю. Потом провязываю одну петлю, которая осталась, вместе с боковой петлей изнаночной. То есть убавляю 2 петли, а не 3, как убавляла до этого. Вязание повернула наизнанку. Первую петлю снимаю, потом 2 вместе лицевой. На изнанке всегда вяжу 2 вместе лицевой петлей. Одну петлю, которая оставалась, и одну петлю с боковушки. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю снимаю. 2 петли вместе изнаночной петлей. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую снимаю и опять 2 вместе, но лицевой петлей, потому что сторона изнаночная. Таким образом я закрываю все петли до самого верха. Должно остаться после убавок также 2 петли. Убавила петли с боковых частей. Осталось у меня 2 петли. Для обвязки беру крючок 1,75. 2 петли вместе провязываю. Потом каждую петлю по верху следков вяжу столбик без накида. Захватываю обязательно за 2 половинки петли.
Обвязку верха слитков буду делать 2 ряда. Довязала до верхушки уголка. Верхушку в одну петельку надо провязать 3 столбика без накида. Далее опять вяжу столбики без накида в каждую петлю. Заканчиваю ряд соединительной петлей. Второй ряд обвязки у меня будет синим цветом, поэтому я делаю соединительную петлю синюю. Бирюзовую нить я отрезаю и прячу в теле вязания. Перехожу к вязанию второго ряда. В начале второго ряда провязала 2 синие воздушные петли. Второй ряд обвязки буду вязать ниточкой синего цвета. Вяжу столбики без накида. Каждый столбик нижнего ряда. В уголке между боковой частью и клином пропускаю одну петельку. В угловую петлю на верхушке, так же как и в предыдущем ряду, вяжу не один столбик без накида, а 3 столбика без накида. На другой стороне также в углу пропускаю одну петлю. Продолжаю вязать столбиками без накида. Заканчиваю ряд соединительным столбиком. Нитку обрезала и надо спрятать в теле вязания. Работу закончила. Спасибо за просмотр. Приходите на канал смотреть следующее видео. До свидания, до новых встреч.